Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о клематисах. В частности, о том, чем обработать клематисы, какие мероприятия необходимо провести перед тем, как укрыть клематисы на зиму. Дело в том, что клематисы в течение длительного времени радовали нас своим цветением, своей пышностью цветов, яркостью цветов. И, конечно же, необходимо позаботиться о том, чтобы они и на следующий год дали тоже пышное цветение. Поэтому перед укрытием необходимо провести некоторые мероприятия. Дело в том, что клематисы обрезают приблизительно в конце октября, в первой декаде ноября. Свои клематисы я уже обрезала, но обрезку необходимо производить в зависимости от того, к какой группе относится данный клематис, данный сорт. Дело в том, что сорта первой группы цветут на прошлогодних побегах, сорта второй группы цветут и на прошлогодних, и на побегах текущего года. Сорта третьей группы только на побегах текущего года. Поэтому вот на этой схеме вы можете хорошо видеть то, что клематисы первой группы обрезки срезаются только верхушки на 10-20 сантиметров. Вторая группа срезается от поверхности земли на 1–1,5 метра. И третья группа оставляем от поверхности земли приблизительно 20–30 сантиметров. Свои клематисы я уже обрезала, как я уже сказала, в конце октября месяца. Причем вот это вы видите клематис третьей группы обрезки. Оставлено где-то около 20 сантиметров. И сейчас на экране вы видите клематис второй группы обрезки. Он в этом году посажен, дал небольшое количество побегов. Предварительно, конечно же, нужно снять все листья. И затем начнем уже проводить мероприятия с этими клематисами. Что же я делаю для обработки? Свои клематисы я обрабатываю фундазолом. Для этого понадобится 20 граммов, то есть 2 пакетика 10-граммовых на 10 литров воды. В обязательном порядке фундазол вы должны хорошенечко перемешать, для того, чтобы получить однородную массу. Желательно, чтобы палочка, которую вы будете перемешивать, не была металлической. Деревянную палочку для этого используйте. Хорошо растворяется это вещество. Я наливаю его в емкость и добавляю воды, то есть до 10 литров довожу. Кроме того, можно использовать также и 1% раствор медного купороса или же 2% раствор железного купороса. Проливаю свои хорошенько растения прямо по верху, по веткам. Это клематис третьей группы обрезки. Клематис второй группы обрезки тоже проливаю по листьям, несмотря на то, что они будут удаляться. И затем подсыпаю под каждый куст необходимое количество золы. Приблизительно на взрослый куст потребуется 200 граммов золы. После того, как все мои клематисы обработаны, я начинаю окучивать клематисы со всех сторон. Для этого я готовлю смесь раскисленного торфа с песком или же просто один торф. Желательно, чтобы был он абсолютно сухим. После этого ваши клематисы можно укрыть или же коробами специальными, или же можно укрыть лапником из ели или же сосны. Но лучше всего мне, конечно же, нравится сухое укрытие, о котором я расскажу в следующем видео. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.